Всем привет! Это канал Шумов Фото, я Шумов Денис. И сегодняшний выпуск спустя несколько месяцев из Турции. А еще у меня волосы появились. Вот. Те, кто смотрели предыдущие выпуски, могут заметить небольшую разницу. Ну и может быть чуть-чуть растолстел. Ну да ладно, о чем я хотел вам рассказать. Я, пока нахожусь в Турции, решил, что неплохо бы какие-то сделать мастер-классы, и провел порядка 10 персональных мастер-классов. Это в формате видеозвонка, наверное, происходит. Я разбираю какие-то работы ребят, отвечаю на какие-то вопросы. У всех в зависимости от профессионального опыта есть свои какие-то запросы. Но основной ключевой момент, про который все спрашивают, это работа со вспышкой и получение какого-то максимально естественного цвета. Так вот, чтобы получить максимально естественный цвет, нужно получить хороший свет. Для этого вам нужна как раз вспышка. Для меня было большим удивлением то, что некоторые ребята покупали, после того, как посмотрели мое видео, вспышку Godox V1, но не покупали почему-то синхронизатор. Соответственно, когда вы снимаете вспышкой в лоб, то вы достаточно ограничены. Во-первых, вы ограничены горизонтальным кадром, потому что нельзя снимать ростовые кадры, когда у вас вспышка находится сбоку. То есть у вас будет неправильный светотеневой рисунок. Вот именно для того, чтобы не привязываться к положению камеры, нужен синхронизатор и вспышка. Настройка очень простая. Вы включаете определенный режим на камере. Здесь есть такие, точнее на вспышке есть такие две стрелочки, которые переключают вас между режимами. Вот когда загорается оранжевый экранчик, то, соответственно, у вас включается режим синхронизации. Что нужно сделать? Нужно в настройках синхронизатора и настройках вспышки включить один и тот же канал. После того, как вы включили один и тот же канал, вам нужно выставить ID в настройках, в меню. Он должен совпадать и здесь, и здесь. Это частая причина, по которой не работают в связке синхронизатор со вспышкой. То есть вы ее взяли, вроде все настроили, канал 1, но не выставили ID. Выставляйте вообще любой, там 0.1, без разницы. Канал, соответственно, должен отличаться от каналов, если на мероприятии кто-то еще снимает с такой же вспышкой Godox, ваши каналы должны отличаться, иначе вы будете подсвечивать, возможно подсвечивать, если у вас совпадет еще и ID, чужие вспышки. Вот, чтобы этого не было, соответственно, все эти настройки делайте. Так вот, возвращаясь к свету, цвету, вы когда снимаете со вспышкой, неважно, используете вы какой-то штатив, не используете, какие насадки используете, главное это то, как свет падает на человека. Вы за счет того, что держите в руке вспышку, можете корректировать положение света, но в основном это примерно плюс-минус 45 градусов для того, чтобы был какой-то объемный, красивый, ровный рисунок, без проваленных глаз, без каких-то глубоких теней. Что важно? Важно делать кадры и смотреть то, что вы снимаете. То есть нельзя делать серию и не смотреть, что у вас получается. Сделайте несколько тестовых кадров. Если вы еще не приноровились к этой вспышке, постоянно чекайте то, что у вас получается. Плюс, очень важно это взаимодействовать с человеком, которого вы снимаете. То есть не бойтесь с ним общаться. Для многих какой-то вот этот вот момент коммуникации является какой-то трагедией. Возьмите просто, попросите человека приподнять лицо, сделать какие-то наклоны, то есть повернуться самому по себе. И все это сопровождается тем, что вы корректируете свет так, чтобы он красиво падал и создавал красивый светотеневой рисунок. Следующий момент. Какие настройки? Все спрашивают, какие должны быть настройки. Все зависит от условий на самом деле, но если вы снимаете, как правило, мероприятие, там наверняка есть еще какой-то свет. Вот чем больше этого света, тем вы должны делать меньше ISO, тем у вас должна быть короче выдержка и, соответственно, мощнее вспышка. Вспышка должна настраиваться под те настройки фотоаппарата, которые вы, согласно условиям съемки, себе выставили. Средние такие базовые настройки, которые я использую, это 1/160 выдержка. Для ростовых кадров 4.0, для портретных кадров 5.6 это диафрагма и порядка 640-800 это будет ISO. Если мы говорим про мощность вспышки для этих параметров, то это будет где-то 1/64 для V1
Если вы используете вспышку, допустим, AD100 или AD200, важно понимать, что 1/64 здесь на V1 и на других вспышках — это совершенно разный импульс, потому что у них разная мощность. Поэтому вы должны сделать такой светотеневой рисунок, который будет изначально вас устраивать. То есть, когда на тех же мастер-классах я показывал ребятам какие-то уже готовые фотографии, и мы смотрели просто вот до-после, до-после. То есть меняется буквально просто контраст и, возможно, немножко температура. Температуру я выставляю где-то 5200, потому что мне в последнее время нравится чуть теплее картинка, чем раньше я снимал. Раньше я в среднем 4800 делал температуру. Плюс вы можете снимать на разные камеры. Вы можете снимать там на Sony, можете снимать на Nikon, и, соответственно, у вас будет отличаться картинка, отличаться динамический диапазон, и в целом ваши корректировки баланса белого и оттенка могут отличаться от моих, потому что разные матрицы, они изначально выдают разного оттенка исходную картинку RAW. Очень важно понять один ключевой момент. Снимайте так, чтобы изначально ваша картинка вас устраивала, то есть даже без обработки. Просто по свету, по цвету. Выставляйте все настройки так, чтобы вы могли условно отдать вашему заказчику прямо с камеры фотографию, и вам не было за это стыдно. Основная ошибка новичков заключается в том, что многие надеются на то, что они потом выправят эту картинку как-то в дальнейшем при обработке. Да, возможно, вы ее выправите в плане баланса белого и корректировки цвета, но вы никогда не выправите ее в плане освещения. Но самое главное — это то, что именно освещение, правильно выставленный свет позволяет вам получить вот эту красивую по цвету картинку. Когда я снимаю, я немножко пересвечиваю, то есть я не выбиваю в ноль, я просто немножко пересвечиваю картинку. Это позволяет добиться вот этого какого-то бьюти-эффекта, такого пригламуренного немножко кадра. И какие-то дефекты, которые есть и неровности на коже, они зачастую уходят уже с помощью одной лишь вспышки. В дальнейшем при настройках, если вы понизите White и Highlights, то вы увидите, как у вас уходят блики, и в целом картинка становится более такой матовой, мягкой. Но добавляя контраст, многие пережигают, допустим, кадр. Для того, чтобы этого не происходило, нужно запомнить одно правило. Если вы добавляете контраст, вы убираете немножко насыщенность. Какие-то цвета больше, какие-то меньше. То есть я считаю, есть так желтый, пурпурный, синие цвета, которые я убираю больше. Я считаю, они такие немножко паразитные цвета. Если брать, к примеру, оранжевый цвет и красный, они отвечают за скинтон. Следовательно, с ними нужно быть аккуратней. Но ключевое правило: вы, когда снимаете человека, когда обрабатываете фотографии, вы должны стремиться к тому, чтобы, если бы вы были этим человеком, вы бы себе понравились. То есть, на мой взгляд, важно при работе с человеком на съемке стремиться к тому, чтобы он сам себе потом понравился на ваших фотографиях. Поэтому вы ищете какие-то ракурсы, вы подбираете свет, вы в дальнейшем делаете какую-то обработку, цветокоррекцию. И в целом, мне кажется, вот это вот какое-то правило, что вы хотите сделать человека, может быть, чуточку лучше, позволяет вам добиваться каких-то дальнейших фидбэков положительных и получать какие-то заказы от людей, которые себе просто понравятся у вас в кадре. Также в завершении хочется рассказать про мастер-класс, который я запустил благодаря тому, что появилось некоторое свободное время, сидя в Турции. Это персональный мастер-класс, происходит в формате видеозвонка по скайпу, либо по Google Meet. Мы разбираем ключевые вопросы ребят, конкретно, может быть, ваши, если вы захотите. Вопросы, которые интересуют вас, у всех разный опыт, поэтому мастер-класс, он адаптируется под какие-то ваши запросы. Мы рассматриваем вопрос также работы со вспышкой, обработкой, в целом какого-то света, моего подхода к репортажной съемке, светской хронике, работе на каких-то других событийных мероприятиях, там, свадьбах в том числе. Это, естественно, обработка. Я показываю свой пресет. Вы поймете то, что изначальная картинка, она уже
приемлемое, соответствующего качества, и пресет это не панацея. Многие почему-то зацикливаются именно на теме пресетов, как бы это совершенно не второй и не третий вопрос. Поэтому, если у вас есть желание, то я оставлю основную информацию в описании к этому видео, и мы сможем с вами точно так же пообщаться. Вот и все, что мне хотелось на сегодня рассказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, вот как все это положено, соответственно. Пишите какие-то ваши комментарии, желательно хорошие. Если плохие, то что ж, будем отвечать и на плохие комментарии, но хорошими ответами. Вот. Всем спасибо, надеюсь, было интересно. Всем пока.